Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня очередной хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я вчера вечером пораскрашивала в живых мандалах и в мандалах цветотерапия в твердой обложке. Ну, вообще, я сняла 2 хобби-влога и хотела снять 3-й. Но у меня там телефон стоял на зарядке, еще что-то. А я выбрала вообще миллион ленивцев. Потому что я думала, как всегда, какую-нибудь раскраску от Лулумаи взять с собой в Питер, но не взяла как-то, ну, не знаю, в общем, я не взяла. Ну и думаю, дай-ка я все-таки что-нибудь пораскрашиваю. А у данного иллюстратора больше всего мне миллион ленивцев нравится. Вот, ну, соответственно, за кадром думаю, что я буду раскрашивать, а пораскрашивать что не хотелось. Поэтому я раскрасила здесь несколько мандал. Раскрашивала, кстати, я акварелью. Вот, а потом... Ну, а потом уже было поздно, я там заварила себе чай на ночь и... Пока ждала, когда он там заварится, еще несколько штучек раскрасила здесь. Ну, показывать, разумеется, я уже буду в конце месяца. Вот. Но, правда, вот сейчас я думаю... Да, я задействовала еще вот эту акварельку. Мне ее тогда Нина Art Magic дарила. Спасибо огромное. Это тоже луч. Почему задействовала? Потому что мне нужна была зеленая и какая-нибудь темно-зеленая. Ну, в общем, я не знаю. Я подумала, что возьму лучше из какой-нибудь новой акварельки. И вообще, я когда вчера листала раскраску, я подумала, что, наверное, что-то вот из этого буду раскрашивать. Так, я даже не посмотрела, что у меня... Да, пора опустить камеру. Например, думаю, вот этот разворот. Ну, а потом еще на ночь полистала, поняла, что вот в июле или в начале августа, скорее всего, я не помню, или в августе, это уже... Ну, в общем, это после случившегося с ушастиком было. Я в парке Ходынское поле это раскрашивала, потом еще доделывала дома. Вот, в принципе, нужно доделать этот разворот, но вот я не знаю, сейчас буду или нет. Я так подумала, еще листала, что у меня таким же образом недоделан еще разворот. Но это не в смысле, кто впервые на моем канале, это не значит, что я там начала и бросила. Кто смотрит видео постоянно, знает, что я в последнее время не очень люблю раскрашивать развороты. И поэтому, дабы раскрасить, ну, нормально, да, не на отвали, ну, максимально, да, что я могу сделать с той или иной иллюстрацией, потому что я еще люблю говорить, что как нарисовано, так и раскрашено. Вот. Поэтому где-то мне нравится, где-то мне не очень нравится, как получилось, но это естественно. Так вот, я всегда беру какую-то одну страничку, а потом в следующем месяце или спустя какое-то время я доделываю вторую страничку. Вот. Ну и, в общем-то, вопрос в том, что именно. Если все-таки доделывать разворот, наверное, я лучше там пораскрашиваю. Ну вот, в принципе, мне его вот это нравится. Не знаю даже, что лучше. А здесь, правда... Да, наверное, я все-таки... Вот больше всего у меня сейчас душа лежит раскрасить вот это. А так вот, действительно, эта раскраска больше всего мне нравится. С удовольствием здесь раскрашиваю периодически. Так, ну и, соответственно, здесь я также буду раскрашивать карандашами. Насколько я помню, я брала с собой в парк вроде бы Брауберкарт, то, что мне дарила Оксана. Сейчас, минуточку. Вот эти карандаши. Очень хорошие они, конечно.
могу вообще советовать. Замечательные карандаши. Ну что ж, тогда, наверное, как всегда, возьму Magic. Почему-то он у меня всегда бегает от меня. В общем, нашла его. Ну и, соответственно, начну с него, чтобы и эта страничка была такая, в общем, сразу ожила. Тени, как водится, в конце добавлю. И вообще я даже здесь все доработаю, когда будет вот эта страничка готова уже. Я думаю, кое-что и здесь доработаю. Ну, имеется в виду, опять же, там какие-то тени, может быть, еще где-то белая ручка. Посмотрю на общем фоне. Так. Потом еще небольшим таким карандашом двухцветным от Берлинга, как водится, пройдусь. Или сразу блендером. Так. Что дальше? Кстати, здесь вот эти волны я раскрашивала карандашом. Здесь я сделаю так же, но потом возьму уже губку и тут пройдусь. Ну вот мне лично такой подход нравится значительно больше, чем сразу весь разворот. Нет, иногда вот раньше я весь разворот могла раскрасить, но, честно говоря, там сидеть весь вечер. Но вообще, раньше я и раскрашивала как бы по-другому совсем, поэтому... Я тут снова разложила все по номерам. А то у меня как-то было, что... Ой, все перепутала. Карандаши весьма наслаиваются хорошо. Ну, я больше 2-3 слоев никогда не делаю, но вроде говорят, они и больше наслаиваются. Очень такие мягкие, приятные карандашики. Ну, опять же, кто регулярно смотрит видео, знаете, да, что я их и в Питер с собой брала, и вообще часто там, и когда в кровати решаю пораскрашивать. Вообще часто к ним тянется рука, потому что, ну, для меня, я рассказывала, что 12 цветов, 24 цвета, это вообще прекрасно. Мне, в общем-то, даже больше и не требуется. Ну, вот в Питер я брала в этот раз брутфунеры там 120 штук, ну, это как бы замечательно, но, в принципе, многие даже еще ни разу не использованы, потому что так или иначе используешь какие-то всегда свои самые любимые цвета, плюс какие-то основные цвета, которые можно и смешать, и все такое. И регулировать цвет просто банально нажатием на карандаш, поярче, побледнее. Хотя
Я вот одно время говорила, что, наверное, больше я, наверное, не буду никакие брать карандаши, типа большие наборы, потому что даже вот Монделузы 72 цвета я почему тогда брала максимальный набор, потому что мне казалось, ну это и фоны делать, и все там. Вот, а потом как-то я сказала, что да нет, я, наверное, больше не буду брать большие наборы такие. Но сейчас я немножко по-другому на это смотрела, потому что вот именно когда я ехала в Питер больше, чем на месяц, у меня там лежат и карандаши, фломастеры, там акварель, гелевые ручки, все это лежит, есть, и как бы не проблема. Вот. Ну, допустим, когда я еду, ну, максимум дней на 10, я, естественно, беру там 1-2 раскраски для разнообразия. Понятное дело, никогда мне не приходило в голову взять там большой набор карандашей. Это абсолютно не нужно. Но вместе с тем, знаете, как получается? Там лежат карандаши, да? Фломастеры лежат, прочее, но в дороге-то надо пораскрашивать. И так или иначе все равно стоит вопрос, что нужно какие-то карандашики взять. Ну, как правило, опять же, я брала либо какой-то набор там 12 цветов, даже чаще всего я брала 12 цветов, там могла Виста Артиста, пару раз вот брала этот наборчик, 24 цвета, то что удобно, как бы и перевозить удобно. Ну и все такое. Можно даже, знаете, когда берешь какой-то карандаш, раскрашиваешь, раз вот сюда можно раскраску положить. Вот. Все равно, то есть какая-то канцелярия берется. Ну, поскольку я понимала, что я еду там, изначально я думала на 3 недели, но я понимала, что я, скорее всего, если все пойдет хорошо, то я, наверное, там сдам билеты, поменяю. Как, в общем-то, и произошло. В итоге я в Питере была больше месяца. Поэтому в целом я и брала с собой канцелярию уже более основательно. Потому что именно там у меня такая самые простые карандашики, которыми, опять же, можно замечательно раскрашивать там. Но я же брала и Ханну Карлсон, и еще что-то такое посерьезнее, да, чем та же Лулумая. Ну вот. И у меня вообще стоял такой вопрос. Я думала, ну, допустим, понадобятся мне акварельные карандаши, возьму-ка я маленький набор Монделузов. Потом думаю, ну, могут же пастельные пригодиться, могут это. И в итоге вот у меня, вы знаете, здесь вот лежит, вот на той полочке карандаши, где все по 12 штук. И в итоге я поняла, что нужно брать тогда их все. Получается. Ну и в итоге я посмотрела на Брутфунеры 120 штук и думаю, ну, да, металлическая коробка, она немножко веса прибавляет, конечно. Но зато уже все вместе лежит, и по факту металлики, ну, как бы золото, серебро там есть, и этого было вполне достаточно. Хотя в какой-то момент я что-то раскрашивала, мне какой-то еще металлик потребовался, но я выкрутилась, я взяла обычный карандаш, а потом уже поверх там или золотом, или серебром прошлась, то есть как-то все равно выкрутилась. Поэтому, наверное, вот на какие-то такие поездки, может быть, и имеет смысл брать большие наборы. Вроде как все и сразу, потому что там и пастельные цвета, и такие, ну, в общем, разные. Ну что, тут я раскрасила. Это я не помню, ашановскими или я не ашановскими здесь раскрашивала. Ладно, сейчас посмотрим. В конце концов, если даже чуть-чуть будет отличаться, ну, видео я ради этого смотреть, искать и смотреть не буду, конечно же. Да и потом тень как-нибудь падает, и все, там светлее, тут темнее, например.
Вообще не страшно ни разу. И вот, ну, скорее всего, если эти я использовала, значит, вот этот карандаш, наверное. Ну, вроде как похоже, да. Поэтому в целом я ни разу не пожалела, что взяла с собой большой набор. Хотя, наверное, вот те брутфунеры, которые продаются вот в чемоданчиках таких пластиковых, как вот у меня Мазали, вот эти брашпены, но это, наверное, полегче будет. Хотя, вот я сейчас так сравниваю, чемоданчик-то повыше. Поэтому и место бы он занял побольше. Но был бы легче. Хотя, когда кладешь в чемодан, какая разница? Все равно на колесиках все везешь. Ну, в общем, будет разворот. Может быть, там будет настроение, желание в следующем месяце. Доделаю еще один разворот. Так, потихонечку. Ну, не знаю, вот здесь как-то мне больше нравятся иллюстрации, чем в других. Потому что какие-то у нее раскраски я листаю и понимаю, что, ну, мне вообще там ничего не нравится. Ничего там не хочется раскрашивать. Так, хотя здесь, по-моему, тоже я как-то проходилась. Вот, да, наверное, где-то светлое я чуть-чуть прошлась вот этим. А уже потом потемнее, кстати. И здесь такой цвет, да. Если вдруг за окном будет какой-то шум, я прошу прощения. Напомню, что у нас тут ремонтируют фасад. И вот эти вот люльки, они туда-сюда ездят. Я, когда из Питера в субботу вернулась, ну, там, понятно, пришла, немножко перекусила, приняла душ, легла спать, проснулась просто от там жутких каких-то криков, разговоров, ругани. Вообще, вчера у меня подружка рассказывала, мужчина там обратился к... Ну, на улице она, короче, машину утром грела. Там мужчина подходит к рабочему, говорит, ты меня слышишь? Ну, он кивнул, что слышит. Ну и все. И дальше мужчину прорвало, он уже на, сами понимаете, на 3 буквах общался. Потому что он говорит, я, говорит, в 7 утра пришел с работы, мне спать надо, вы тут орете, типа, убирайтесь отсюда. Не, ну, конечно, может, это совсем грубо. Они, в конце концов, тоже не виноваты, они свою работу делают, ну, как бы, да. И работа по факту-то, как ни крути, шумная, да. Да и вообще надо, как бы, к людям, конечно, поуважительнее, но посыл, в принципе, верный в том смысле, что сама работа, да, вот она шумная. Тут никуда не денешься. Но вот они работают, да, они же прекрасно понимают, что они работают вот где окна, да. Ну, правда, вот зачем орать? Ну, делайте вы свою работу, переговаривайтесь по делу. Ну, в чем проблема? Почему нужно реально орать? Только потому что, типа, это их, как бы, рабочее время и все, но работа работой, а крики криками. Зачем вот действительно это создавать помимо рабочего шума, они еще создают подобный шум. Естественно, все это еще и не по-нашему, ну, может быть, оно и к лучшему, что не по-нашему. Заглядывают в окна. То есть, ну, такое себе. А вообще это летом надо делать. Хотя вот тоже мы говорили, вот у меня у подружки ребенку
6 лет она и то понимает, говорит, вот надо было летом делать, а не когда они типа нам всем тут мешают. Но с другой стороны, вот меня не было месяц, и вот подружка, которая была здесь, и кто был здесь, им вот эти, ну, для кондиционера штуки, которые за окном, им накрыли. А они поняли, что меня нет дома, они меня даже не накрыли, они угадили просто весь кондиционер, они угадили. Это мне еще вот надо будет с этим разобраться, но я сейчас вот, когда, знаете, будет у меня такое настроение, что хочется поругаться прям, я вот этим и займусь. Я, правда, уже вчера, когда вышла вечером, мы это громко обсуждали, они это услышали, что, в общем-то, я найду с кем пообщаться по данному вопросу. Это я, знаете, как говорится, заманаю всех и письменно, и по телефону, и лично. Потому что я позавчера вечером, ну вот в одном из влогов я это покажу, у меня нервы сдали, я стала все это мыть окна, потому что там просто вот цемент, еще что-то. Ну, слушайте, я вот не из тех людей, кто там как-то очень нервно относится к шумам, хотя я люблю тишину, покой, но в целом у меня как-то вот в этом плане я устойчива достаточно. Но что-то меня тут вот это, когда все вместе, и шум, и грязь, приятного мало. Ну вот как-то так дело двигается. Я еще все-таки в глубине души сомневалась, сейчас раскрашивать, не раскрашивать, но нет, правильно взяла. Ну, волны, я думаю, что я сейчас прям совсем по-простенькому раскрашу, потому что раз будет губка вот эта вот с гуашью или с акрилом, в принципе, дело и будет сделано. Тут не надо слишком сильно заморачиваться. Единственное, я пропустила вот этот вот момент вот здесь. Так. Ну, отлично. Еще пройдусь как блендером белым, чтобы тоже было вот как здесь по оттенку, хотя это не так страшно. Ну вот белый здесь так себе, хотя, знаете что, сейчас я возьму этот белый Derwent Color Soft. Это мой самый любимый белый, самый мягкий, самый классный. Вот он как раз и выбеливает, и растягивает цвет. Вообще все, что нужно. Ладно, остальное сделаю. Ой, а я же еще вот здесь упустила этот момент. Сегодня пойду в магазин Леонардо тратить свои очередные 500 рублей, которые мне в приложении «Активный гражданин» выдали. Ну, там за всякие голосования. Так. Ну что, буду... Вот. Интересно, я забыла. Листочки-то чем я красила. Ну, попробую вот это. Возможно, был светлый. Потом вот этот. Да, по ходу дела. Хотя вот то, что темное, как-то не похоже на мой любимый цвет. Хотя, может, я так мало добавляла. Ну-ка.
Наверное, просто я очень мало добавляла зеленого, темно-зеленого. Мне, кстати, очень этот вот 42-й оттенок нравится, так классно. Это прям любимый цвет. Ну, в принципе, да, нормально. Так, ну и, наверное, раскрашу сразу вот этот вот цветочек. Ну, что тут было? Я, честно, не помню. По-моему, вот этот светлый. Ну да, здесь, наверное, по краям было такой красный. И потом прям такой насыщенный. Следующий. Сейчас попробую. И темно-красный. Не очень удобно тут вот в этих местах раскрашивать, но ладно. Да, по ходу дела так я и раскрашивала данные цветочки. Ну вот еще плюсы, знаете, вот таких вот небольших наборов в том, что все-таки, если красишь иллюстрацию одним и тем же набором, то вот, например, потом, когда возвращаешься к раскрашиванию, в принципе, понимаешь, что именно использовала. Потому что вот там, где 120 штук, я иной раз, я даже старалась как-то это... Ну, например, раскрашиваю листочки, да, и я прям это, пока все не раскрашу, не это самое, не берусь за другое, не приостанавливаю раскрашивание. Ладно, это видео буду завершать. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения и уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока!